Всем привет! Вы на канале Нитка KZ. Меня зовут Жанара. Это видео мастер-класс по вязанию сумочки-торбы из трикотажной пряжи. По размеру сумка получается высотой 24 см, шириной 30 см. Также в этом мастер-классе мы будем не только вязать сумку, но и шить подкладку. Изготовим вот такой вязаный ремешок и кисточку из трикотажной пряжи. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. У меня очень много интересных видео по вязанию сумочек и корзин из трикотажной пряжи и шнура. А я желаю вам приятного вязания. Надеюсь, вам понравится этот мастер-класс. Пишите в комментариях, какие еще мастер-классы вы хотели бы видеть на моем канале. Для вязания сумки я буду использовать трикотажную пряжу Алтын, толщина нити 7-9 мм, в мотке 100 метров. Мне понадобится 3 цвета, у меня это цвет изумруд, ментол и молочный. Я не буду использовать по целому мотку, примерно по половине мотка каждого цвета. Крючок номер 6 для основного вязания и крючок номер 4 для вспомогательных работ. Из фурнитуры нам понадобится 2 колечка, внутренний диаметр 25 мм. Это необычные колечки, они открывающиеся, чтобы их можно было установить на сумку. Также 2 карабина для ремешка. Здесь широкие отверстия, внутренний размер 20 мм. Это у нас карабин для кисточки и цепочка. Длинная цепочка, длина 120 см с карабинами. Также в этом видео мастер-классе мы будем шить подкладку для сумки, поэтому нам понадобится ткань. У меня это обыкновенный хлопок с принтом. Примерно отрез ткани 50 на 70 сантиметров. Перед началом вязания нужно хорошенько растянуть пряжу. Оставляем короткий кончик, примерно 5 сантиметров, и набираем цепочку 13 воздушных петель. Вяжем первый ряд. Пропускаем первые 3 петли. В четвертую петлю вяжем 2 столбика с накидом. 1 и 2. Далее вяжем без прибавок по одному столбику с накидом следующие 8 петель. Закончили 8 столбиков с накидом. В конце у нас осталась 1 петля. В нее мы вяжем 6 столбиков с накидом в 1 петлю. Переходим на другую сторону, далее вяжем без прибавок 8 столбиков с накидом. При этом кончик нити придерживаем, прикладываем его над крючком и провязываем внутри петель.
Закончили, связали 8 петель. Теперь в самое первое отверстие мы вяжем с вами 3 столбика с накидом. И на этом заканчивается первый ряд. Связали последние 3 петли прибавки. Здесь вместе получается 6, точно так же, как с противоположной стороны. Отсчитываем 3 петли в первой цепочке и вяжем туда 1 полустолбик. И сразу вяжем 3 воздушные петли для следующего ряда. По окружности у нас 28 петель. Вяжем второй ряд. Вводим крючок в место соединения и делаем первую прибавку. Вяжем 1 столбик с накидом. В следующую петлю вводим крючок за верхние петли, провязываем 2 столбика с накидом в одно основание. И последняя прибавка, 2 столбика с накидом в одно основание. Таким образом мы сделали с вами 3 прибавки. 1, 2, 3. Продолжаем. Далее мы вяжем 8 столбиков с накидом до следующих прибавок. Закончили, связали 8 петель. Переходим к прибавкам на другой стороне. Здесь у нас 6 петель. В каждую из 6 мы вяжем по 2 петли. Итого получается 6 прибавок. Закончили, сделали 6 прибавок. Переходим на другую сторону и здесь провязываем 8 столбиков с накидом до следующих прибавок. Остается еще 3 петли, в них мы вяжем прибавки по 2 столбика с накидом в одно основание 3 раза. Заканчиваем второй ряд, вводим крючок в третью петлю, провязываем 1 полустолбик и 3 воздушные петли для следующего ряда. Если полотно немного стянулось, можете его вот так вручную растянуть. Итак, по окончанию второго ряда у нас должно получиться 40 петель. Вяжем третий ряд. В первую петлю делаем прибавку, вводим крючок в это же основание, провязываем столбик с накидом. Далее вяжем 1 столбик с накидом, затем 2 столбика в одно основание, далее 1 столбик с накидом и последняя прибавка 2 столбика с накидом в одно основание. Итого мы сделали с вами 3 прибавки, чередовали их через 1 одинарный столбик. Далее вяжем 9 столбиков с накидом. Закончили, связали 9 петель. Теперь переходим к прибавкам на другой стороне и вяжем
чередуя 2 столбика с накидом в одно основание, затем 1 столбик с накидом и затем опять двойной. Итак, мы должны с вами сделать 6 прибавок. Обратите внимание, что прибавки мы всегда вяжем в первую петлю из прибавок из предыдущего ряда. Закончили, связали 6 прибавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Переходим на другую сторону. Здесь вяжем 9 столбиков с накидом до следующих прибавок. Закончили, связали 9 петель. И осталось еще сделать 3 прибавки. Здесь тоже чередуем их через одну одинарную петлю. Вяжем сначала 2 столбика с накидом в одно основание, затем 1 столбик с накидом, опять 2 столбика с накидом в одно основание, 1 и последняя прибавка 2 столбика с накидом в одно основание и завершаем ряд 1 столбик с накидом. Вводим крючок в третью петлю, вяжем 1 полустолбик и 3 воздушные петли для подъема следующего ряда. Разравниваем донышко. Вот такое у нас получилось готовое донышко. По окружности 52 петли. Далее мы вяжем стенки сумки. Здесь мы не делаем прибавки, поэтому вот сюда в первую петлю уже крючок не вводим, а вводим в следующую петлю, провязываем столбик с накидом и далее продолжаем вязать столбиками с накидом без прибавок, всего 52 петли до конца ряда. И также мы с вами вяжем всего 4 ряда без прибавок. Сейчас мы находимся с вами на 4 ряду. Вяжем 4, 5, 6 и 7 ряд. Встречаемся в конце 7 ряда. Закончили, связали 4 ряда без прибавок по 52 столбика с накидом в каждом ряду. Итого у нас сейчас связано 7 рядов. Теперь мы будем менять цвет. Ниточку тоже хорошенько растягиваем. Здесь я показываю первый вариант, как сменить нить. Потом я уже иначе меняла нить, поэтому вы можете немножко перемотать вперед, посмотреть, какой еще есть второй вариант смены нити. Итак, мы поменяли нитку и кончики нити придерживаем и вяжем столбиками с накидом, тоже без прибавок, 52 петли до конца ряда. Кончики нити мы отрезаем. И так нам нужно с вами тоже связать 4 ряда. Сейчас мы находимся в начале 8 ряда, то есть мы вяжем 8, 9, 10 и 11 ряд этим цветом. Итак, продолжаем. Вяжем 4 ряда цвета ментол. Мы закончили, связали еще 4 ряда цвет ментол по 52 петли в каждом ряду. Это у нас конец 11 ряда. И здесь я меняю нитку, использую другой вариант. На одну петлю раньше начинаю
вязать новым цветом, здесь мне показалось, что переход получился более плавный. Поэтому вы можете использовать любой из этих вариантов. Далее по высоте сумки я рассчитала, что мне нужно связать еще 3 ряда, цвет молочный, по 52 петли каждый ряду. Сейчас мы находимся в начале 12 ряда, получается 12, 13, 14 ряд. Вяжем этим цветом. Итак, продолжаем. Вяжем 3 ряда цветом молочный. Закончили. Связали 3 ряда. И сейчас у меня 14 рядов. Здесь я уже закрыла ряд, сделала полустолбик. И вяжем еще один последний 15 ряд. Его мы провязываем полустолбиками за одну полупетлю. При этом старайтесь сделать петли не слишком тугими, более свободными, чтобы край сумки у вас не был стянутым. И так продолжаем вязать до конца ряда. Закончили 15 ряд. Кончик нити отрезаем, закрываем последнюю петельку и прячем кончик нити внутри петель последнего ряда. Давайте измерим. У нас получается ширина сумки примерно 30 сантиметров и высота 24 сантиметра. Давайте сделаем утяжку. Берем ниточку длиной примерно 2 метра. Нитку тоже нужно предварительно хорошенько растянуть. Здесь у меня 2 сложения по 1 метру, всего 2 метра длина. Теперь нужно прикрепить нитку где-нибудь, например, на дверную ручку, или попросить кого-нибудь подержать. Скрутить нитку, затем складываем ее пополам, и она аккуратно сама закручивается вот таким образом. И получается у нас утяжка для рюкзака. Придерживаем тот край, который может раскрутиться, отрезаем лишние ниточки и завязываем узелок. С другой стороны утяжки узелок пока не завязываем, оставляем так. Сложите верх сумки пополам, затем подогните края в середину. И у нас сумочка делится на 4 равных участка. Определяем, где у нас будет передняя стенка сумки, где задняя стенка сумки. Например, вот это у меня передняя стенка сумки. Берем тонкий крючок
И вот таким образом продеваем крючок со стороны задней стенки сумки на переднюю стенку между петлями. Теперь берем нашу утяжку и подхватываем крючком с той стороны, где у нас еще нет узелка. Вытягиваем утяжку со стороны передней стенки сумки на заднюю. Теперь наоборот, вводим крючок с передней стенки сумки на заднюю стенку. Опять же подхватываем утяжку и вытягиваем ее на переднюю сторону. И вот у нас готова утяжка. Вот так у нас сумка будет застегиваться. Теперь завязываем узелок и отрезаем. И у нас на обоих концах утяжки есть узелки. Мы можем оставить утяжку вот так, просто завязывать ее, например, на бантик. Либо мы можем сделать держатель. Мы сейчас свяжем такой круглый шарик, который будет удерживать эти два конца нити. Берем нашу пряжу, тоже ее хорошенько растягиваем. Оставляем короткий кончик, вяжем 6 воздушных петель. Теперь замыкаем кольцо, вводим крючок в первую петлю и вяжем полустолбиками за одну полупетельку 6 полустолбиков. Затем просто по спирали продолжаем вязать, вяжем еще 2 ряда по 6 петель. Итого всего мы провязываем 3 ряда по 6 петель. И у нас должен получиться такой небольшой шарик. Заканчиваем. У нас должен получиться вот такой небольшой шарик. Кончик нити отрезаем, закрываем последнюю петлю и прячем кончики нити в начале и в конце. Шарик у нас внутри полый, вводим крючок в него, подхватываем концы утяжки и протягиваем их через этот шарик. Мы закончили. Вот такая у нас получилась застежка для сумки. Здесь, если вам покажется, что длина слишком большая, то можно лишнее отрезать. Завязываем узелок и отрезаем. Давайте свяжем ремешок для сумки. Оставляем кончик примерно 20 сантиметров. Набираем цепочку 66 воздушных петель.
Закончили, связали 66 петель. Вяжем первый ряд, первую петлю пропускаем, вводим крючок за заднюю полупетельку второй петли и провязываем полустолбик. И так продолжаем вязать до конца ряда, всего 65 петель. Заканчиваем первый ряд, связали 65 петель. В конце каждого ряда делаем воздушную петельку для подъема следующего ряда. Переворачиваем, вяжем второй ряд. Вводим крючок за дальнюю полупетельку и вяжем полустолбиками 65 петель до конца ряда. Итак, мы вяжем с вами аналогично второй, третий и четвертый ряд. Всего 4 ряда. Закончили, связали 4 ряда. Обратите внимание, что концы нити должны располагаться с разных сторон ремешка. Отрезаем кончик, оставляем 20 сантиметров нитки. И теперь нам нужно пришить карабины к ремешку. Я беру тонкий крючок, карабин прикладываю позади ремешка и пришиваю. Делаю примерно 4-5 стежков. Затем кончик нити нужно спрятать внутри петель ремешка. Точно так же пришиваем второй карабин. Закончили. Теперь давайте измерим длину ремешка. У меня получилось примерно 73 сантиметра. Для кисточки пряжу нужно тоже хорошенько растянуть. Отмеряем 30 сантиметров и нарезаем 20 полосочек по 30 сантиметров и одна длинная полоска примерно 60-70 сантиметров.
Шьем подкладку для сумки, измеряем ширина 30 сантиметров и длина полностью две стенки сумки и донышко 54 сантиметра. Эти мерки нам нужно перенести на ткань. Вырезаем вот такой цельный прямоугольник, ширина 30 плюс 2 сантиметра на припуске и длина 54 плюс 2 сантиметра на припуске. Складываем ткань пополам и прошиваем слева и справа. Готово. Вот наша подкладка. Теперь нам нужно отрезать углы. Давайте посмотрим на донышко нашей сумки. Здесь у нас примерно 12 сантиметров. Значит, нам нужно убрать по 12 сантиметров на углах. Отмеряем и прошиваем уголки. Готово. Уголки можно отрезать, можно оставить так. Теперь подгибаем сверху 1 сантиметр, который мы оставляли на припуске, и прошиваем по окружности. И вот наша подкладка готова. Вставляем подкладку в сумочку и закрепляем ее с помощью булавок с 4 сторон. Далее пришиваем вручную. Ниточки берем такого же цвета, как пряжа. Мы закончили, пришили подкладку, и вот наша сумка полностью готова. На этом мой видео мастер-класс заканчивается. Сумочка полностью готова. У меня ушло примерно половина мотка цвета изумруд и меньше чем по пол мотка цвет ментол и молочный. Я надеюсь, что вам понравился этот видео мастер-класс. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Я желаю вам приятного вязания. До новых встреч!